Это месседж видеожиры этого года. Мы поколение креаторов, мы призываем не потреблять, а создавать. Каждый, имеющий камеру в руке, может быть создателем, каждый, имеющий телефон, может быть создателем. Если вам есть что сказать, не стесняйтесь, говорите об этом, кто-то вас обязательно услышит. Если медиа все-таки будет менять пропорцию негативных новостей и позитивных, вдохновляющих, несущих свет, я думаю, что в целом мы можем очень сильно поменять этот мир уже в ближайшей перспективе. Для начала каждый человек тоже должен научиться фильтровать и принимать ту информацию, которая к нему вкладывается. И все зависит от того, с какими жизненными стержнями и принципами мы живем, что мы несем в этот мир. Да? Я думаю, в целом люди – это позитивные создания, где бы они ни были. Вот. Поэтому мы склонны к тому, чтобы технологии прежде всего использовать в мирных целях. Самоцензура – это главное. То есть давайте быть добрее друг к другу, интереснее. Есть множество способов, скажем, свою энергию направить в какое-то позитивное русло, в созидательное. Это же как какая-то культурная отрасль, которая, в принципе, развивается своей жизнью, і в ній зарождається своя культура, свої поняття і принципи. Завдання медіа – це допомагати суспільству порозумітися і спілкуватися. Намагатись транслювати речі, які об'єднують людей. В первую очередь людей объединяет человечность, потому что очень важно в любых жизненных ситуациях оставаться человеком в первую очередь. Думаю, надо говорить о том, что такое человек, кто такой человек, что делает нас людьми. Я не просто какое-нибудь животное, которое вот просто живет без мысли, без какой-то идеи, а у нас у всех есть идея того, чтобы жить хорошо, жить в доброе, жить в мире. Но люди всегда на самом деле хотят, чтобы все складывалось как-то по-хорошему. Наверное, какое-то стремление к тому, чтобы все сложилось хорошо, оно как-то объединяет. Потому что, так или иначе, общаясь с людьми там в разных странах, с разными мировоззрениями, так или иначе все хотят, чтобы как-то что-то у них в жизни сложилось, какое-то стремление. Есть какие-то темы, по которым объединяется, там, музыка. Ну, наверное, вот это такая банальная вроде бы как мысль, что музыка, доброта, любовь, это все нас объединяет. Но, это банально, но это правда, да. Главное не над обществом работать, а над собой. И все. И тогда все будет прекрасно, когда мы не будем искать соринки в чужом глазу, а начнем бревна с своих глаз вытаскивать. И все будет прекрасно. Все начинается с твоих мыслей, да? Но если просто сидеть на диване и думать, какой ты возвышенный, прекрасный, и сколько часов ты медитируешь, ничего не изменится. Нужно поднять свой с дивана, выйти за пределы своей квартиры и начать что-то делать. Поэтому за пределами дивана начинаются отношения. Лучшие человеческие качества, на мой взгляд, проявляются тогда, когда ты заботишься о ком-то. И только тогда ты можешь быть по-настоящему счастлив. Все мы люди, и все наше общество, мы все очень близки. Я считаю, что мы должны помогать друг другу, делиться. Большей частью я бы хотел, наверное, вдохновлять людей на чувство любви, чувство понимания, чувство сопереживания. Хочется, чтобы люди научились чувствовать, расширять спектр внутри человека. Я хочу мотивировать людей, вдохновлять людей. Я хочу их заставлять работать, что каждый у вас должен день проходить настолько максимально продуктивно. Для меня важно именно нести эту правильную мысль в людей. На платформе «АЛЛАТРА» 11 числа была проведена масштабный телемост. Люди больше чем 140 стран мира объединились. На этой конференции была поднята тема потребительского общества, что бесконечное потребление оно заводит в тупик. Как вы думаете, как каждый человек может перейти с бесконечного потребления в созидание? Я думаю, что нужно обращаться внутрь себя. Чем больше ты развиваешь свое животное и поддаешься инстинктам, тем меньше в тебе интеллекта. Это факт. Шмотки, бабки – это все животное. Это иерархический инстинкт. Если ты ему поддаешься и себя не стопаешь вовремя, не останавливаешь, твой интеллект будет уменьшаться, твоя духовность будет уменьшаться. Поэтому просто постоянно не спать, как я говорила прежде, и ловить себя на мысли, когда ты удовлетворяешь свое животное, а когда свое душевное. И вот чем чаще ты будешь себя учить, воспитывать себя, тем больше шансов, что получится. Тянуться к умным людям, к образованным людям,
к мудрым людям, к светлым людям, которые тебя чему-то хорошему пытаются подвести. И, слушая себя, отдавать себе отчет, ты поступаешь правильно или нет, если нет, что-то с этим делать. То есть, если можно донести человеку, что можно быть добрым, счастливым, открытым, в то же время не стесняться своих эмоций и, самое главное, выходить всегда на позитив. Все могут быть счастливыми, это главное. Не важно, сколько у тебя денег, не важно, где ты находишься. Счастье не в вещах, счастье в ощущении и в жизни вообще. Не бойтесь быть счастливыми и открытыми этому миру, потому что он очень крутой. Ловите момент, да. И любите. Любить классно. Это делает тебя живым. Здесь миссия такая серьезная у вашего телевидения. Я хочу пожелать, в первую очередь, вам, чтобы ваша формулировка и ваши идеи доносились сильнее и больше подключалось людей, которые будут способствовать вашей идее. Людям, которые это будут смотреть, я хочу пожелать верить в себя, не опускать руки и поддерживать окружающих. Поэтому будьте с друг другом благожелательней, что ли. И, конечно же, удачи. То, что вы делаете и про что вы как раз таки говорите, я считаю, что это уже благое дело, это хорошее дело. И пожелать хотелось бы, наверное, свободы слова, свободы действий. И неважно все, что вы делаете, возможно, пора выйти, скажем так, из тени, взять телефон, рассказать об этом, рассказать через сторис, через YouTube. Потому что это направление, которое должны знать через социальные сети. Так давайте же выйдем и скажем о чем-то хорошем, потому что это один из больших инструментов, который нужно использовать. Желаю вам уверовать в человечество. Это прям очень важно. Я в какой-то момент просто, в принципе, люди в основном думают о том, что все мы, человечество, идем к тому, что нас в итоге роботы поработят, и там искусственный интеллект, и все это дела. На самом деле нужно чуть-чуть почитать, поинтересоваться тем, что происходит, и уверовать в человечество. И тогда вы начнете любить людей, любить свою жизнь, понять, что у вас есть цель в жизни. Прикольно. Верьте в людей. Мы люди, мы справимся. Уникальная международная конференция, которая состоялась 11 мая на платформе «АЛЛАТРА», дала старт многим созидательным инициативам. Участники международного общественного движения «АЛЛАТРА» из разных стран принимают участие и освещают культурно значимые события по всему миру и раскрывают вопросы, поднятые на конференции. И самый важный вопрос – как нам, людям, перейти от потребительского формата общества к созидательному? Команда «АЛЛАТРА ТВ Киев» посетила масштабные и значимые мероприятия, такие как iForum, Space 1000, Маск 2019, выставка «Автотехсервис» и многие другие. Everybody loves one another, and everybody, is nice to one another, and people think about the other person before they do themselves, and, people give instead of taking all the time, There's more than enough people that want to be peaceful. Don't judge a man by this. Judge a man by the contents of his character. Yeah. One God, one love, one world. I think that we all we work to try to make the world a better place for ourselves and for the people around us. And if we can try to extend that to everyone around the world, then that would make things a lot better. L'amour libère. C'est l'amour et le médicament favorable pour nos vies. Donc sans l'amour, nous ne pouvons pas vivre. C'est ce que je peux dire, l'amour est vital. Malgré la diversité, où qu'il se trouve, aimez-vous les uns les autres. C'est le seul secret. Ne tenez pas compte de la race, ne tenez pas compte de différences culturelles. Aimez-vous les uns les autres. Comprenez-vous et foncez vers vos objectifs. When you have love, you give unconditional treatment to people. But of course, it's, how do I say, we have to give love
Creative society is, first of all, also where people volunteer to help others. Creative society, I think, it's important. I don't know if it's the right word, but that we go away from consumerism, and we rather start thinking or create the consciousness of what is actually life about, and what does really create happiness, because buying things or possessing things, it's a very weak value. So I think there is other much more important values, and I think that we should try to find again, and not have find short-time happiness through consumption. Здравствуйте. Сейчас в Берлине, а также в других городах Германии участники Мод АЛЛАТРА проводят социальные опросы, и нам встречается очень много социально активных людей с жизнеутверждающей позицией. Все как один говорят о том, что мы живем в 21 веке, и уже пора что-то менять. Почему у нас до сих пор такие проблемы, как войны, существуют, когда мы все же хотим жить в мире. И проект «Единое зерно» это также показал. И нам встретилось очень много социально активных людей, людей, которые же сейчас тоже так же поднимают эти вопросы. И очень часто встречается такое, что люди чувствуют себя одни, что они одни такие, которые вот думают так и считают так и чувствуют так, что пора что-то менять уже действительно активно. Но встречая нас, они очень радуются, что действительно уже сейчас тысячи людей, сотни тысяч людей собрались 11 мая, и предстоит еще более масштабное мероприятие, которое объединит все человечество, то это дает очень силы, вдохновение, что действительно вместе мы можем очень многое. Uns alle vereint? Ja. Liebe. Also wir alle lieben, und das ist eigentlich auch wirklich, was wir alle gemeinsam haben. Also das ist wirklich das Größte, was uns, glaube ich, vereint. Команда АЛЛАТРА ТВ из Южной Кореи посетила форум Джеджу за мир и процветание Южной Кореи. Джеджу форум — это региональный, многосторонний диалог для содействия мира и процветания в Азии. Это платформа, которая позволяет рождению новых будущих взглядов для устойчивости мира и процветания в Азии. С 2011 года Джеджу форум проходит ежегодно. Задавая вопросы в рамках проекта «Общество. Последний шанс», люди с таким трепетом отвечали, в каком бы обществе они хотели бы жить, что они хотели бы жить в обществе, где каждый человек мог бы стать и был бы счастливый. И радует то, что каждый человек понимает, что это зависит абсолютно от каждого. Действительно, с маленьких дел начинаются великие дела. Участники Мод АЛЛАТРА из Великобритании посетили фестиваль Mind Body Spirit Wellbeing, на котором представили книги Анастасии Новых, пообщались в интервью с гостями и писателями. В городе Ирпень прошел соцопрос в рамках проекта «Общество. Последний шанс». На этих выходных мы ездили с ребятами из группы из Ирпеня снимать социальные опросы в рамках проекта «Общество. Последний шанс». Эти опросы лично мне дали очень много. Они показали, что на самом деле все люди хотят жить в мире. Все люди говорят о том, что мы не хотим войны. Мы хотим жить в созидательном обществе, и мы знаем, что такое созидательное общество. Это мир, в котором нет войн, в котором все друг другу друзья, в котором мы уважаем выбор другого человека, и мир, в котором не нужно воевать, в котором просто есть жизнь. Участники Мод АЛЛАТРА из Санкт-Петербурга побывали на ярмарке «Международный книжный салон», объединивший более 150 издательств мира, на котором представили книги Анастасии Новых, пообщались в интервью с гостями и писателями. 25 мая команда АЛЛАТРА ТВ Екатеринбург провела соцопросы по проектам «Общество. Последний шанс» и «Единое зерно» на городском фестивале книги «Читай, Екатеринбург» и весеннем празднике Чувашии «Акатуй-Агадуй». В этот же день команда АЛЛАТРА ТВ Львов посетила фестиваль «Город профессий».
Ребята провели соцопрос и очень вдохновились искренними ответами людей. Команда АЛЛАТРА ТВ Николаев посетила презентацию поэтического сборника «В объятиях солнца» заслуженного артиста Украины Александра Сычева, которая состоялась в Центральной городской библиотеке имени Крапивницкого. Команда АЛЛАТРА ТВ из Минска посетила мероприятие «Ночь Будапешта», которое проходило в Национальном историческом музее. Инициатором проведения мероприятия являлось посольство Венгрии в Республике Беларусь. «28 мая участники МОД «АЛЛАТРА» в городе Мариуполь посетили общественную организацию «Защита детей войны», на которой провели презентацию проектов «Единое зерно», «Нет насилию в семье и обществе» и «Общество. Последний шанс». Пообщались с представителем организации, подарили книги Анастасии Новых. Команда АЛЛАТРА ТВ «Фастов» посетила прем'єру фільмів від общественної кіностудії «Фастов Фільм». Якщо ми всі будемо робити один одному добро, от воно і повернеться добром. Тоді дійсно я цього дотримуюся, я в це вірю. І отак би було б краще, якби суспільство так жило. На концерте Национальной заслуженной капеллы бандуристов имени Георгия Майбороды участники МОД «АЛЛАТРА» представили проект «Общество. Последний шанс». Хотілося б подякувати за такий концерт. Ми волонтери міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», ціль якого і діяльність якого направлена на відродження в суспільстві духовно-моральних цінностей. І ми ініціювали проведення міжнародної великої конференції, яка відбулася у нас 11 травня, на якій брали участь більше 100 країн світу. Через інтернет зібралися конференц-зали в різних країнах світу для того, щоб підняти оці питання, такі глобальні питання на сьогоднішній день. І ми вирішили через рік, в другу суботу травня, в 2020 році, зібрати все людство на такій онлайн-конференції, щоб можна було онлайн об'єднати всіх людей. Для того, щоб ми, всі прості люди, зібралися, подивилися один одному в очі і зрозуміли, що нам немає чого ділити, що ми всі хочемо жити в мирі, в любові, і поговорили про те, як нам це зробити. І ми запросимо на цю конференцію всіх просто вирішити, як нам жити в мирі і в злагоді. Так, як ми всі прагнемо і хочемо жити. 1 июня репортеры международного интернет-телевидения АЛЛАТРА ТВ из города Черновцы посетили мероприятие «Мир спасает доброта», посвященное Международному дню защиты детей в городе Сторожинец. В ходе этого мероприятия был проведен соцопрос у организаторов и гостей на тему «Нет насилию в семье и обществе». «1 июня 2019 года участники МОД «АЛЛАТРА» в США провели презентацию движения, а также проекта «Общество. Последний шанс» на заседании в консульстве Индии в городе Атланта. Также совместно обсуждали проведение Международного дня йоги, информационным партнером которого официально выступит АЛЛАТРА ТВ в США. На этом мероприятии нам, участникам движения, было дано слово. И мы рассказали о нашем движении больше и поделились опытом проведения международных конференций. Нашим друзьям-индийцам это очень понравилось. Второе событие, которое произошло, нам удалось взять опросы на тему «Нет насилия в семье и обществе». И это нам удалось сделать в штате Мичиган в городе Рочестер-Хиллз. Эта тема никого не оставила равнодушным. Люди с удовольствием отвечали на вопросы. Тем, чем люди делились, очень отозвалось внутри, потому что все люди говорили, что мы не должны молчать, когда происходит насилие. И неважно, над кем оно происходит, и неважно, в каком оно виде происходит, что это просто недопустимо в нормальном обществе, и что насилие должно быть искоренено.
Мы спрашивали как мужчин, так и женщин, потому что было интересно послушать обе стороны. И было удивительно, что мужчины реагируют на это ничуть не хуже, чем женщины. Они также говорят о том, что насилие просто недопустимо. Люди также говорили, что мы должны взаимодействовать друг с другом, мы должны поднимать эти темы в СМИ, мы должны поднимать эти темы на разных уровнях нашей жизни. И это не должно ни в коем случае замалчиваться. Съемочная команда АЛЛАТРА ТВ Запорожье побывала на масштабном фестивале семьи, который проходил в Дубовой роще. «2 июня 2019 года в городе Гомеле участники международного общественного движения «АЛЛАТРА» собрались вместе на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля для съемок социальных проектов «Общество. Последний шанс» и ограничения капитализации. Людям, принимавшим участие в социальных опросах, рассказывали о деятельности движения. И это лишь часть мероприятий, которые посетили участники-волонтеры МОД «АЛЛАТРА». Здравствуйте! Хотели поделиться с вами интересной новостью. Недавно на АЛЛАТРА ТВ появился новый мощный компьютер для монтажа и 2 монитора. И интересная история их появления. В координационный центр приехал человек, который привез эту технику и передал, что это подарок для АЛЛАТРА ТВ, для монтажа фильма «Единое зерно» от человека, который пожелал остаться неизвестным. И мы хотели выразить огромную благодарность этому человеку за такой вклад, за это участие, потому что действительно компьютера с такими параметрами его очень не хватало всему АЛЛАТРА ТВ, потому что теперь будет возможность монтировать быстрее и качественнее. И видео выводится не 10 часов, а быстрее и без ошибок. И этот компьютер уже очень содействует и оказывает огромную помощь в монтаже сюжетов и в создании масштабного фильма «Единое зерно», его 2-й части, которая включает в себя интервью с людьми практически со всех стран мира. Мы действительно очень благодарны, потому что все, кто участвует в АЛЛАТРА ТВ, это волонтеры, люди, которые в свободное от работы время монтируют, снимают, обмениваются друг с другом опытом. И вся техника, которая здесь, это техника, привнесенная самими людьми, либо через платформу краудфандинг, либо просто передают технику. Конечно, чем лучше технические возможности, тем быстрее удается обрабатывать весь этот объем созидательного материала, которого действительно сейчас становится все больше и больше. На краудфандинговой платформе «Краудфандинг по совести» был выложен проект «Сбор средств на компьютер для монтажа фильма «Единое зерно». Теперь данные средства, благодаря тому, что этот компьютер уже есть, перенаправлены на проект АЛЛАТРА ТВ регионы, который направлен на то, чтобы оснастить необходимой техникой активные команды АЛЛАТРА ТВ в городах. Сегодня во всех городах огромное количество инициатив и деятельности, которая при наличии хорошей техники могла бы еще больше увеличить свой созидательный масштаб. И также мы хотели бы поблагодарить всех, кто принимает активное участие в АЛЛАТРА ТВ, потому что это участие и монтаж, и написание сценариев, и создание интервью, и съемка, и создание и набор текста, и цветокоррекция, и оснащение техникой. Это все делают сами люди. Давайте вместе создавать видео, которые приумножают в обществе взаимопонимание, человечность, которые раскрывают в нас наши лучшие человеческие качества, внутреннюю АЛЛАТРА, которые действительно содействуют тому, чтобы люди во всем мире приближались к объединению, к общему взаимопониманию, к жизни в настоящем созидательном обществе, где каждый человек человеку в первую очередь человек и большой друг. Давайте созидать вместе. Присоединяйтесь к инициативам участников и присылайте свои новости на почту АЛЛАТРА ТВ.